Жили-были старичок и старушка в маленьком домике на краю леса. Все у них в жизни спорилось, одного только не хватало. Не было у старичка и старушки детей. Попросил как-то старик испечь пряник в форме маленького человечка. Заглянула старуха в амбар, а муки почти не осталось. Взяла на миску, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось муки пригоршни с две. Замесила старушка тесто на сметане, и когда раскатывала на столе пряник, взяла да и сделала его в форме маленького человечка с ручками, с ножками, с головой. И поставила его в духовку. Через некоторое время старушка подошла посмотреть, пропекся ли пряник. Взяла его и положила на окошечко остудить. Остыл пряничный человечек, полежал, да вдруг встал и побежал со всех ног из дома. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. Старушка позвала мужа, и оба они бросились вдогонку. Но не так-то просто поймать пряничного человечка. Вот уже добежал он до поля, где крестьяне молотили жито. Пробегая мимо, крикнул пряничный человечек им, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от них он тоже легко убежит. Услышали крестьяне такое и побежали за ним вдогонку, но как быстро они не бежали, догнать его не могли. Прибежал пряничный человечек на поле, где косцы косили траву. Пробегая мимо, крикнул он им, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от них он тоже легко убежит. Не выдержали косцы таких насмешек. Все бросились за пряничным человечком, бегут со всех ног, а догнать не могут. А человечку навстречу корова идет. Он и ей закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от нее он тоже легко убежит. Разозлилась корова и тоже за пряничным человечком бросилась, только догнать не может. А ему навстречу свинья. Человечек закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от нее он тоже легко убежит. Завизжала свинья и вдогонку кинулась, только догнать не может, слишком толстая она была. Бежит пряничный человечек по дороге, а навстречу ему заяц. Сказал человечек, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от него он тоже легко убежит. Услыхал заяц такое и побежал вдогонку. Не может и он догнать никак человечка, только заяц его и видел. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему волк. «Я тебя съем», — говорит. А человечек ответил ему, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от него он тоже легко убежит. Зарычал волк и кинулся на пряничного человечка, а тот увильнул и побежал, что есть мочи, только волк его и видел. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему огромный медведь. Не испугался его человечек, а закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от волка, и от него он тоже легко убежит. Топнул ногой свирепо медведь и побежал за ним вдогонку, но медведь был слишком медленным, чтобы догнать быстрого пряничного человечка. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему лиса. Лиса была очень хитрая, но человечек этого не знал. Поэтому он по привычке и начал кричать, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от волка, и от медведя, значит, и от нее он тоже легко убежит. Дослушала лиса до конца и сказала, что она совсем стара стала, ничего не услышала. Подошла поближе к человечку и попросила его повторить.
Послушался ее глупенький пряничный человечек и начал заново хвастаться. Дослушала лиса до конца и сказала, что все равно ничего не расслышала. Подошла еще ближе к человечку и попросила его повторить снова. Согласился пряничный человечек, и только он начал заново, как лиса накинулась на него и съела. И больше пряничный человечек уже не хвастался. Жила-была маленькая славная девочка. Всем она была мила, кто только видел ее. Но всех милее и всех дороже была она бабушке, которая уж и не знала, чтобы подарить своей любимой внученьке. Подарила она однажды ей шапочку из красного бархата. А так как ей эта шапочка была очень к лицу и ничего другого носить она не хотела, то и стали ее называть Красной Шапочкой. Вот однажды ее мать попросила отнести кусок пирога и бутылку вина к бабушке. Мол, она и больна, и слаба, это ей будет на пользу. Приказала мать в сторону от дороги не забегать, не то упадет и бутылку разобьет, и бабушке тогда ничего не достанется. А когда к бабушке придет, чтобы не забыла с ней поздороваться. Послушалась Красная Шапочка, взяла гостинцы и пошла в путь. А бабушка жила аж за лесом, на полчаса ходьбы от деревни. И чуть только Красная Шапочка вступила в лес, как повстречался ей волк. Девочка, однако же, не знала, что это был за лютый зверь, и ничуть его не испугалась. Она вежливо поздоровалась. Волк тоже вел себя очень прилично, поэтому Красная Шапочка все и рассказала волку, что несет она гостинцы своей любимой бабушке. И пока она рассказывала, как пройти к дому бабушки, волк про себя подумал, как бы ему съесть не только старушку, но и миленькую девочку. И тут волк придумал показать Красной Шапочке огромную поляну с прекрасными цветами. Красная Шапочка, как взглянула на множество дивных цветов, то и подумала, что было бы неплохо принести бабушке свежий пучок цветов, ведь это бы ее тоже порадовало. Да и сбежала с дороги в сторону и стала собирать цветы. Чуть сорвет один цветочек, как уже ее другой манит, еще лучше, и она затем побежит. И так все дальше да дальше уходила вглубь леса. А волк прибежал прямехонько к бабушкиному дому и постучался в дверь. Бабушка спросила, кто там. А волк ответил тоненьким голоском, что это Красная Шапочка принесла пирожка и венца. Старушка поверила и велела надавить на щеколду и входить. Волк надавил на щеколду, дверь распахнулась, и он забежал к бабушке в избу. Кинулся к постели бабушки и разом проглотил ее. Затем он надел бабушкино платье и на голову ее чепчик, улегся в постель и стал ждать. Красная Шапочка между тем бегала и бегала за цветами, и когда их набрала столько, сколько могла нести, тогда опять вспомнила о бабушке и направилась к ее дому. Она очень удивилась тому, что дверь была настежь отворена, и когда вошла в комнату, окликнула бабушку. Ответа не было. Подошла внученька к кровати и видит. Лежит бабушка. И чепчик на самый нос надвинула. И такую странную, кажется. Красная Шапочка с недоумением спросила, для чего бабушке такие большие уши. А волк ответил бабушкиным голосом, чтобы лучше слышать. Затем Красная Шапочка спросила, зачем бабушке такие большие глаза? Чтобы лучше тебя рассмотреть, ответил волк. А руки такие большие, чтобы легче обхватить. И когда Красная Шапочка увидела пасть волка и только спросила, почему у бабушки такой противный большой рот, как волк накинулся на нее, закричав, «Чтобы я тебя могла съесть!» И как выскочил из-под одеяла и проглотил бедную девочку. Насытившись таким образом, волк опять улегся в кровать, заснул, да и стал храпеть, что есть мочи. Проходил в это время мимо бабушкиного дома охотник.
Услышал храп и подумал, не приключилось ли чего-нибудь со старушкой, что она так храпит. Вошел он в дом, подошел к кровати и видит, что там волк спит. А он уже давненько на этого злодея охотится. Хотел было убить его из ружья, да пришло ему в голову, что волк, может быть, бабушку проглотил и что ее еще спасти можно. Потому и не выстрелил, а открыл широко волчью пасть и увидел, как там мелькнула красная шапочка. Выпрыгнула из пасти девочка и сказала, что там еще ее бабушка. Открыл охотник еще шире волчью пасть, и за красную шапочку кое-как выбралась и бабушка-старушка. Обрадовались они, стали обниматься и благодарить охотника. Решили они проучить хитрого волка. Натаскали поскорее больших камней, напихали их волку в пасть и брюхо и вынесли его во двор. И когда волк проснулся, увидел охотника и хотел было улизнуть, но не вынес тягости камней и упал на землю. Это порадовало всех троих. А волк тем временем поднялся и еле-еле поволок свое тяжеленное брюхо в темный лес. Больше его и не видели. Вот так они проучили хитрого волка, а красная шапочка решила, что никогда больше не ослушается матушкиного приказания.